Мадейра – остров, расположенный в 900 километрах от континентальной Португалии и в 600 километрах от побережья Марокко, называют плавучим райским садом. Многочисленные парки, горы и долины, заповедники, целебный климат, вкуснейшее вино, тропические фрукты и гостеприимство местных жителей – все это ждет вас на Мадейре. В этом видео вы увидите самые красивые места острова, в которых обязательно нужно побывать. Мы приехали на красивый вьюпоинт Кабо-Жирао. Когда смотришь на эти бескрайние воды Атлантики, дышишь, отпускаешь все мысли и тревоги, охватывает удивительное чувство, как будто ты летишь, потому что под твоими ногами стекло и вода. И только одна вещь омрачает это ощущение: здесь всегда большое количество туристов. Говорят, что сюда часто приплывают кашалоты, и их можно увидеть прямо со смотровой площадки. Через этот сказочный туннель едем к водопаду ангелов. Алиса под водопадом! Мы приехали в небольшой поселок Порту-да-Круш на берегу океана. Здесь небольшая набережная, много ресторанчиков. Мы сейчас зайдем в один из них, здесь очень вкусно, называется Wave. А дальше идут океанические бассейны. Это бассейны с океанской водой, и она вообще не холодная, градуса 22 100%. Плывет почти сама. Волна доходит и до сюда, и вещи все оставляют вот здесь на камушке, на скамеечке, а так больше в принципе ничего нет, но вода добивает до этой стены. Это традиционные домики Сантаны, такие цветные, аккуратненькие. Интересно, может быть, специально сюда и не стоит ехать, но если вы проезжаете мимо, то заедьте обязательно. Это место открывается в 10:30, и вот в это время ровно мы приехали. Еще нет туристов, нет туристических автобусов, и мы практически одни. Очень красивое место, и мне кажется, что в такую погоду оно еще лучше. Да. Гортензии повсюду. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? На Мадейре всего 4 песочных пляжа, так как все остальные галечные. И один из них это этот пляж, и тут завязанный песок из Марокко. Это пляж, вот этот желтым песком, называется Машику. Считается одним из лучших пляжей острова. Пляж небольшой, но такой приятный. Песочек меленький-меленький. Ну и в принципе хорошо, и людей немного. Бухта закрытая, здесь почти никогда нет волн, и этот пляж очень хорош для семей с маленькими детками. Ой, класс! Водичка шикарная. И если хотите оказаться в этом нереальном месте, забейте в навигаторе Понта ду Боде. Место красивое, понравилось, что тут нету людей. И, в принципе, про него, как я и сказала, никто не знает. И тут можно просто в тишине походить, погулять. Еще один ориентир – это парковка возле кладбища Канисал. Видели вблизи посадку самолета? Сейчас будет садиться самолет.
совет от меня. Перед тем, как сюда ехать, проверьте онлайн-табло аэропорта, посмотрите рейсы, чтобы зря не стоять. Сказочный лес Фанал или Ведьмин лес. Лучше всего приезжать на рассвете, потому что тогда по долине ползет туман, и в этом тумане эти деревья кажутся более такими зловещими и мистическими, и очень красиво на фотках выходит. Дерево-диван. Нам повезло с погодой, мы хотели попасть именно в туман и в сырость сюда, потому что при солнце, конечно, такого вида не будет. Мой любимый мирадор на острове – это Viewpoint Гоэндасте. Виды шикарные, также стеклянный пол, как на Кабо-Жирао, но плюсы в том, что здесь практически нет людей, и это просто вау. Если у вас есть авто под боком, обязательно встретьте рассвет на Пику де Араэро. Что я хочу сказать? Одевайтесь тепло, одевайте куртки, ветровки, свитера, пуховики, не так, как мы. Потому что мы посмотрели, что будет 13 градусов и безветренно. Думаем, да ладно, нормально. Посмотрите, как сзади нас одет народ. Эти потрясающие виды на рассвете, как туман клубится над горами, и ты стоишь, как будто паришь над ним в воздухе, это реально стоит того, чтобы встать так рано. Канатная дорога в Сад-Монте. Все, мы поднимаемся над городом. Да. А сколько там лететь? Ехать недолго, я думаю, что минут 20. С канатки открываются просто шикарные панорамы на весь Фуншал. Это самый большой тропический сад на Мадейре, и здесь есть очень много разных видов цветов, пальм и так далее. Территория сада очень большая, и вот рассчитывайте, что часа 3-4 100% вы здесь проведете. Алиса. Так мне напоминает это место Китай какой-то или Таиланд, их парки. А мне Грузию. Со смотровой площадки открывается вид на Фуншал и на его порт. Круизный порт, там круизные лайнеры внизу, красиво очень. А дальше мы на другой канатной дороге переезжаем в ботанический сад Жардин. Все рядышком. Такая высота просто огромная. Из сада тоже панорама на Фуншал открывается и на порт. Движемся дальше. Тоже здесь все в ярусах. Мы идем как-то хаотично, не по указателям, короче. По указателю. Вот, посмотрите, уже целая поляна цветов. Вот. Вон туда мы должны выйти, вот в ту красоту. Эти клумбы — это визитная карточка Мадейры, и в принципе, если загуглить Мадейру, их везде будет видно. Ну что, мы приехали на самую опасную канатную дорогу в Европе. Это практически вертикальный вот такой вот спуск на пляж. Это место называется Ашадаш-де-Круш. Здесь такие валуны огромные на пляже лежат, смотри. Солнце вылезло и так жарко стало мне в рубашке. Ух! Меня, конечно, это место вот чем-то впечатлило.
Пока из всего, что мы видели на Мадейре, ну, оно такое какое-то самое необычное, самое дикое. И здесь просто вот стихия океана сталкивается с берегом. Да. На втором месте в моем топе это Порту-Мониш, лавовые бассейны. Как природа, да, создала. Это был вулкан, и вот его лава стекала и образовала вот такие натуральные бассейны природные. Пока мы тут раздумывали, наш ребенок залез первый, да? Класс, хорошо, что жилет взяли. Ух ты. Вода обалденная просто. У нас море черное не всегда так прогревается, как здесь. Здесь рыбки Я и иду одно, крабики. да, рыбки и крабики. Алиса говорит, одно такое песчаное прямо здесь в бассейне. И с песком. Я научилась плавать. Ну, плавать ты еще не очень, конечно, научилась. А здесь мелко такой вообще участок. Мы зашли с другой стороны. В бассейнах можно купаться круглый год, потому что Мадейра это остров вечной весны, и температура в океане приблизительно одинаковая. Единственное, что, конечно, лучше смотреть и выбирать день, когда волны небольшие. Это оборудованная часть, здесь вход платный, и есть шезлонги и зонтики. Мы приехали в Сейшел на пляж, и из-за того, что здесь горный климат, здесь достаточно пасмурно, и лучше приезжать сюда с утра. Да, с утра можно застать солнышко, но я думаю, что вода должна быть нормальная, не холодная. Люди купаются. Смотрите, какая бухта красивая, цвет воды. Вода очень теплая, но на улице вообще не тепло, так что я вот не знаю. На моем канале есть плейлист Мадейра, и в нем вы найдете более подробные видео всех этих мест.